Добрый день, дорогие друзья! Привет вам с острова Тайвань. Тема сегодняшнего блога будет лао-ча или старый чай. Безусловно, тема уже раскрывалась в моем блоге, и даже не раз, но, как говорится, за что я люблю жизнь, я всегда люблю говорить, за что я люблю чай или за что я люблю Китай. Надо сказать, что вообще жизнь, в принципе, такая в целом. Жизнь такова, что каждый раз, когда ты изменяешь свое географическое расположение, много путешествуешь, смотришь на какие-то новые вещи, обязательно начинаешь обладать некой новой информацией. Собственно, что я всегда и говорил про чай, то есть чем больше ты ездишь по Китаю, по Тайваню, тем больше видишь что-то новое. У меня еще даже не было, пожалуй, ни разу ни одного путешествия, где я не почерпнул что-то абсолютно новое для себя. То есть замечательная фраза «век живи, век учись», она более чем применима к исследованию чая, к чайному делу. Насчет старого чая. Многие знают, что, в принципе, старый чай, как правило, применяется такой термин к пуэру, чаю пуэр, юнаньскому. То есть считается, что чем дольше он выдерживается, тем он становится лучше. Тот же даже шу-пуэр, который мы все привыкли пить в России, или искусственно состаренный пуэр, приготовленный пуэр, если правильно перевести с китайского, он был сделан в 70-х годах прошлого века с целью имитировать старый чай естественной ферментации, который становится таким в процессе старения естественного, без помощи человека. И поэтому в основном распространено осуждение, что вот старый чай, это, соответственно, это шу-пуэр. Но, конечно же, потом уже вошло в обиход и получилось распространение в России лао-ча или старый чай тайваньский. Вот, то есть часто его называли лао-ча-ван, такой самый распространенный бренд, что переводится владыка старого чая или какой-то там высокосортный старый чай. Потом появилась уже хайча. Вот, то есть я говорю о появлении именно в России и появлении, может быть, в русском сегменте интернета упоминания о таких чаях, то есть как старый хайча, старый черный чай из Аньхуа, из Ливаня, из Сычуань, из Гуаньси, вот, из разных провинций Китая. Вот. Потом, в принципе, стали появляться и другие самые разные сорта старого чая. И надо сказать, что Тайвань в этом плане особо преуспел, потому что выдерживание и вообще вот, скажем так, состаривание чая здесь это особая традиция, ей придают гораздо больше значения, чем на материковом Китае. Сейчас на материковом Китае это все больше и больше тоже появляется, но надо сказать, что на Тайване все-таки это, конечно же, традиция более древняя, и тут понятие лао-ча это как бы такой некий фундамент вообще чайного дела. То есть практически любой чайный человек, там, будь то завод или будь то магазин, обязательно имеет какое-то количество лао-ча, обязательно сохраняет какой-то чай, который ему кажется наиболее интересным. И что я хотел подчеркнуть особо, то, что тут не так важно, какой именно сорт этого чая. Есть расхожее суждение, что старый чай – это обязательно, испорченный чай. То есть многие знают, что вот этот чай не свежий, это чай свежий. Но самое интересное то, что любой чай, который действительно хорошего качества, сделан хорошего сырья, правильной технологии. Интересно то, что вне зависимости от того, какой это сорт чая, то есть даже если это светлый чай или какой-нибудь там светлый лун, даже если зеленый чай, его тоже можно выдерживать, и с ним происходят довольно-таки интересные изменения. Что мне нравится на Тайване, вот конкретно в эту поездку я находил некоторые чаи, нашел, да, которые абсолютно неожиданными казались. То есть какие-то старые красные чаи, которые тоже, конечно же, я встречал, но каждый раз что-то новое. И лао-ча, вот самое в нем интересное, это то, что каждый лао-ча – это как уникальный сорт. Потому что в зависимости от того, какой был чай изначально, как он хранился, собственно, на каком месте, то есть как он изменялся, обрабатывали ли его в процессе хранения или нет. Ну, вот, как я уже рассказывал раньше, тоже вот, есть разные способы именно изготовления традиционного тайваньского лао-луна. То есть кто-то там делает дополнительный хунбэй, то есть прогрев, да, а кто-то не делает. То же самое, кстати, касается и с уишаньскими старыми чаями. И поэтому каждый раз это чай новый. И, кстати, нету правды именно того, как правильно это делать. То есть кто-то говорит, что так, кто-то, что так. И у того, у другого мастера чай получается по-своему достойный. Вот. Хотя считается все-таки, что
не обязательно что-то с ним делать. Да? То есть если сырье интересно, то достаточно просто положить чай в некий закрытый сосуд. Как правило, на Тайване, например, используются такие большие глиняные емкости. Вот, может быть, даже это просто большой мешок целлофановый, положенный в жестяную банку. Вот, не обязательно это какой-то такой традиционный сосуд. И он просто лежит. То есть он просто лежит, с ним продолжаются некие изменения. Часто бывает, что делают с минимальным доступом воздуха. Например, для пуэров, наоборот, считается, что лучше, чтобы они вентилировались, чтобы был некий доступ воздуха. Почему используется, опять-таки, бумага. Лао-чай – это отдельная такая группа. И, как я уже говорю, каждый из сортов – это нечто уникальное, особенно если чай интересный. И поэтому находить именно такие чаи мне всегда повышенный интерес именно к такому чаю. Я всегда спрашиваю в любом заводе, на любой ферме, в любом магазине даже там, а есть ли что-нибудь вот этакое? Не всегда оно есть, и не всегда оно есть интересное. Бывает так, что люди называют это лао-ча, а это там какая-нибудь подделка под лао-ча, то есть там молодой чай, который просто быстро обработан с сильной температурой, но при этом как бы он не отвечает качеству. У настоящего лао-ча должны быть несколько таких вот интересных признаков. Первое, пожалуй, это, конечно, довольно такая сильная ферментация. В любом случае, даже если это был светлый чай, он все равно темнеет со временем, он все равно превращается в такой чай уже более плотный, более мощный. Потом обязательно есть так называемый чэнь-вэй, или вкус старины, вкус древности. Он у разных сортов появляется очень по-разному. Мне кажется, наиболее интересно, конечно же, у улунов. Вот. Хотя, конечно же, многие шэн-пуэры, кстати, интересно то, что, например, старые шэн-пуэры, которым там больше 20 лет, они уже так вот теряют эту вот некую сухофруктовость, может быть, или некие такие вот цветочные ноты, они уходят, и становится только такой вот чэнь-вэй, уже мощный старый вкус. Вот. А вот нечто среднее, там 10-15 лет, они более такие понятные, скажем, массовому потребителю чаи, это говорится про шэн-пуэры. А вот с улунами совсем не так. Они бывают, что очень старый чай, там даже 30 и 40 лет ему, и он все равно имеет очень богатые яркие краски. Особо интересны, кстати, старые янча, то есть старые уишаньские улуны. Кстати, такие чаи есть и на Тайване, потому что раньше их завозили с материка сюда, и здесь они есть. Их немного, они стоят недешево, вот, и но, тем не менее, чай это довольно нередкий. Еще насчет свойств, конечно же, способность к длительному завариванию. То есть за счет того, что чем дольше чай хранится, тем больше, скажем так, его энергии, будем так оперировать несколько эзотерическим термином чайси, но, скажем так, чайси уходит внутрь листа. Это проще всего объяснить. Вот, может было бы объяснить с точки зрения биохимии, но так как я не биохимик, я объясню с точки зрения чайси. Да, и так, как это говорят именно мастера и технологи в Китае и на Тайване. Он уходит внутрь листа, и поэтому чай очень долго отдает. Чем более был плотный лист у изначального сырья, тем дольше как бы он может потом проливаться. И, даже, в принципе, я встречал старый красный чай, который сделан из довольно мелколистного сырья, все равно держит очень большое количество проливов, то есть больше 15. Еще такое расхожее суждение насчет того, что якобы нету старого чая, там это и про пуэры говорили, и про улуны, и что очень мало, и что это там все подделки и так далее. Скажу, что я уже многократно был на самых разных складах, где просто хранятся тонны этого лао-ча. Это касается, прежде всего, конечно же, Юнани, например, тот же самый завод Чэнтай, интересный весьма, на котором просто огромнейшие ангары, да, вот хранятся старых там пуэров, рассыпных, блинах и так далее. И еще то же самое на складе в Фудзиане. Кстати, вот тоже вот это вот видео старое мое, да, где я побывал на одном из таких складов, где человек собирает старый чай, старый янча, старый красный чай и так далее. Вот даже старый зеленый там есть. На Тайване таких огромных складов я не видел, но так или иначе, в каждой семье ты видишь просто, что человек собирает, и там, придумывать ему что-то там, подделывать, это особо нету надобности, потому что, во-первых, любителей такого чая, не сказать, что очень много. Все-таки в основном китайцы и вообще азиаты любят пить светлые чаи. Вот. А, скажем так, любовь к лао-ча, она сразу выявляет в тебе некого специалиста или там ценителя. То есть, как правило, это почти всегда воспринимается именно так, и не все этот чай понимают, да, даже в тех местах, где он делается. Поэтому на него нет такого безумного спроса, что прям вот надо было его так много.
Вот. Поэтому, конечно же, он есть, просто, как говорится, юла и югуй, то есть чем дальше, тем дороже, и юла и юхау, чем дальше, тем лучше, и есть такой самый понятный термин, самый часто встречающийся юла юйсян или ючень юйсян, то есть чем старше, тем ароматнее, это часто очень пишут такие названия у блинов пуэра. Вот. Ну, такой небольшой рассказик, вот. А я вам пожелаю приятных чаепитий и до новых встреч!